Шестая серия цифрового цирка — это просто безумие. Она вышла безумно динамическая со всеми этими перестрелками. Блин. Но в то же время и душевный. Нам показали переживания Рогаты. Также нам больше раскрыли душевное состояние Джекса. Но, пожалуй, мы начнем по порядку. Серия начинается с того, что Кейн с нетерпением ждет результатов голосования. Это голосование проводилось на сайте, и каждый желающий мог поучаствовать в нем. Но, судя по тому, что Кейн постоянно был в проигрыше, наши голоса там вообще не учитывались. И авторы намеренно пытались заставить Кейна проиграть. И вот Кейн, полностью сосредоточившись только лишь на этом голосовании, попробовал устроить очередное безумное приключение, рассчитанное на доверие и поддержку, но после первой же неудачи пустил все на самотек. Он был слишком занят. Для него очень важно было это голосование, но к этому мы вернемся ближе к концу. В начале серии мы можем заметить очень интересную вещь. Зубу упоминает, что Кейн пел песню Дейзи возле ее комнаты. Если я не открываю, то он начинает петь Дейзи перед моей дверью. И что же в этом такого? Вроде песня как песня, но дело в том, что это была первая песня, которую когда-либо исполнил компьютер. В 1961 году песня Дейзи впервые исполнил компьютер IBM 7094 с использованием синтезированного голоса. Ну а как мы знаем, Кейн является искусственным интеллектом, то бишь компьютером. Также авторы даже уже не намекают, а говорят прямым текстом, что Королер является создателем цирка, либо одним из разработчиков. Он самолично создал предмет, который восстановил жизнь Рогаты. А когда Рогата спрашивает его, упоминал ли об этом Кейн, Королер просто отвечает нет, ведь это его выдумка. Также очень символично, что этот предмет изображен в виде бабочки, так как он коллекционирует жуков, пристрастие к которым ему досталось от жены. Говоря о Джексе, мы видим, как он слишком боится строить отношения с кем-либо, боясь, что что-то произойдет. Теории о том, что у Джекса когда-то был друг, который рассеялся, оказались верны. И судя по поведению Джекса, он боится строить новые отношения с кем-либо, боясь, что он может снова потерять близкого человека. Видимо, думая, что его слабость именно в этом, он решил больше не привязываться ни к кому, чтобы потом больше не сожалеть. Но несмотря на это, нам показывают, как он из-за этого страдает, всегда натягивая свою маску лицемера, который думает только о себе. Это прекрасно видно в сцене, когда Джекс и Помня начали ругаться. Как только Джекс начал проявлять свои эмоции, он резко остановился, и маска лицемера медленно, но верно начала появляться на его лице вновь. Ближе к концу серии Джекс, видимо раз за разом, прокручивая ссору с Помни, начал загоняться еще больше, что чуть ли не привело его к рассеиванию. Также мы можем увидеть параллель между Джексом и Гэнгоу, как будто Джекс делает ставку на создание маски, прячась за персонажем, отказываясь от своей индивидуальности, а Гэнгоу просто выражает себя, а не персонажа. Теперь же, возвращаясь к Кейну, в конце серии все-таки выясняется, что он не победил в голосовании на лучшего персонажа. И в конце серии, после титров, мы можем видеть, как его начинает корежить после того, как он осознает, что за него никто не голосовал, еще раз показывая, что он жаждет внимания. И у меня есть небольшая теория, которая может объяснить, почему же ему это так важно. В серии мы можем увидеть, как Кейн сидит и смотрит на фотографию офиса, того самого офиса, в котором находится компьютер, через который все игроки сюда попали. И судя по всему, это офис разработчиков игры. Возможно, что Кейн считает, что те, кто его создал, бросили его, не видя в нем нужды. И он боится, что даже игроки, которые заперты в цирке, тоже его бросят. Именно поэтому он так зациклен, чтобы все нуждались в нем. Когда он понял, что приключения, которые он создает, никому не нравятся, он начал задумываться о том, что он вовсе им не нужен, не понимая, что им в принципе некомфортно находиться в цирке, и каждый из них желает оттуда выбраться. Возможно, в новых сериях нас ждет что-то грандиозное. Ведь Кейн на пороге срыва и все больше начинает подвисать, а Джекс в то же время вот-вот рассеется. Ну а что вы думаете об этой серии? Напишите в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал, это очень поможет продвижению канала. Всем пока!